И я знаю, что на украинский язык именно вы, Цога, «Тайную историю монгол» переводили. Я вижу, у многих людей появились проблемы с пониманием истории, потому что социализм, он сломал историю, она исковеркала понимание истории. А по теме именно ранних годов практически в мире нет исторических работ. Настолько сложный текст, и многие аналитики, переводчики так и говорят, что она написана в библейском стиле тоже. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня со мной в студии уникальный, интересный человек Цого. Могу ли я вас называть украинцем с монгольскими корнями? Да, Козак Цога можете наверное. Козак Цога. И мы собрались по одному крайне интересному поводу. У Цога в издательстве «Саммит Книга», директором которого являюсь я, выходит книга, на наш взгляд, сенсационная, книга, которая обречена стать бестселлером, поскольку она посвящена уникальной, малоизвестной, малозатронутой теме ранних годов жизни выдающегося, великого, одного из самых знаковых людей в истории человечества, Чингисхана. Вот об этой истории мы сегодня и будем с Цога говорить. Добрый день, дорогие друзья. Чтобы вас подробнее представить нашим зрителям, я хотел бы узнать, как долго вы живете здесь, в Украине, Цога, почему украинский язык стал для вас родной, как и вся украинская культура. Если можно, несколько слов о себе. Дякую. В Украину я приехал и живу уже с 95-го года. Уже, как говорится, уже оброс корнями в украинскую землю. И когда-то я был студентом, еще часы Радянского Союза, это 83-89 годы. Я учился в Институте гражданской авиации, стал инженером авиации, вернулся в Монголию, там работал по профессии и уже в 95 году объездил, так сказать, полмира и вернулся в Украину, чувствуя, что здесь мне как у себя дома тоже, да. А тема истории, как давно она вас затронула и в связи с чем, занимаясь прежде технической специальностью, насколько я понимаю, получив образование в области инженерии, вы подошли или ваш интерес зашел в такую сферу, как история Монголии. Я знаю, что в этом плане у вас есть тоже очень интересные разработки, книги. Скажем так, интерес к истории как большое жизненное событие или там то, что имеет влияние на всю мою жизненную позицию, началось на самом деле намного позже. Это где-то 2006-2008 года уже, когда я сформировался как человек и уже мог позволить себе посвящать изучению таких вопросов в свое время. А во-вторых, вот эта история Украины, как она сформировалась после того, как она стала независимой, вот это, как и Монголия, это переход с социализма в капитализм, в это время проявились и мои, и я вижу, у многих людей появились проблемы с пониманием истории, потому что социализм, он сломал историю, она исковеркала понимание истории, и люди не до конца понимали уже свои корни. И у меня тоже была такая же проблема, и начал глубоко увлекаться этим вопросом. Потому что история, как многие говорят, это, можно сказать, почти не наука, но я считаю ее наукой. И если историки всегда были государственной системой, то она всегда обслуживала заказы правительств и империи. Да? Потому в современном мире, когда идет передел и переосознание своего прошлого, то необходимо и переосознать всю свою историю. Вот с этого и началось увлечение историей. Ну вот сейчас мы подходим к главной теме нашей встречи, книге, которую вы уже подготовили к изданию, и скоро она уйдет в печать. Книга называется «Путь Цапли».
и она посвящена ранним годам жизни Чингисхана. Насколько я знаю, по теме именно ранних годов практически в мире нет исторических работ. В связи с чем вы осмелились взяться за ту тематику, которой ранее историки внимания, ну, может быть, к сожалению, не уделяли? Ну, скажем так, Чингисхан – это это уже исследования современные показали, самый известный человек за всю историю человечества. То есть могут Сталина не знать, Рузвельта не знать, но, оказывается, все-таки Чингисхана знает большая часть человечества. И при том это очень противоречивое, потому что половина человечества относится к нему крайне негативно. То, что там она поработила, иго, империя кровью. А другая часть гордится им. Да? Например, многие страны пытаются сказать, что вот он является корнями там, из Японии, из Китая, Казахстана, России и так далее. То есть совершенно противоречивая личность. И его вклад в историю тоже совершенно противоречивый. Изменение отношения к нему как к негативному, да, большинство было, даже Европа и Америка тоже до 1000, ну, скажем так, в прошлом столетии практически везде было негативное, как захватчики, агрессоры, убийца. Да? Ну и сейчас многие относятся вот, многие к нему так именно относятся. так. Но произошло одно замечательное событие, когда в Пекинской библиотеке, императорской библиотеке, которая когда-то была дворцом потомка Чингисхана, столица Монголии была в Пекине. И вот в этой библиотеке нашли одну маленькую рукопись. Она называется «Тайная история Монголии». Когда это случилось? Это случилось в 1892 или... Совсем не так давно. Да, совсем недавно, да. И вот эту книгу, когда его перевели, то научный мир в первую очередь полностью изменил свои отношения к Чингисхану и империи. Потому что это была книга, которая впервые найдена, и впервые книга, которая написана самими монголами про свою историю. Она начинается с родословной Чингисхана и заканчивается объявлением Великой Монгольской империи. То есть где-то 10 поколений жизни Это как родословной. для славян повесть временных лет, да? Это некий такой действительно дошедший через всю историю литературный труд. Да, да, которая написана, притом она не написана для того, чтобы пропагандировать Чингисхана или Монгольскую империю. Да? Это был секретный документ, под грифом «секретный». Есть даже документальное свидетельство того, когда будущие императоры там говорили писарю внести изменения, то они не осмеливались, и письменное свидетельство того, что мы не имеем права трогать этот документ, потому что он тайный, секретный, и я не имею даже его права читать. То есть это был настолько оберегаемый документ, и согласно традиции кочевников древних, да, дата рождения или же родословные являлись тайной. Его могли знать только посвященные люди. Это был своего рода оберег или защита от покушений на жизнь и защита от этих, как это называется, проклятий и так далее, изменений судьбы. Тогда это было, верили, люди жили больше интуитивно, чем как сейчас, статистикой и анализом. Да? Потому тогда она имела очень важное значение, и эти знания, которые заложены в эту книгу, помогали строить империи, они помогали строить законодательную систему, они показывали родословную и таким образом претензию на власть в любой точке Монгольской империи. И после того, как эта книга была найдена, конечно, она была широко опубликована, переведена на целый ряд языков. И я знаю, что на украинский язык именно Выцога «Тайную историю монгол» переводили. И, возможно, это и подтолкнуло вас к тому, чтобы появилась книга о ранних годах Чингисхана. На ваш взгляд, вот есть два, наверное, как вы сказали, самых известных, самых великих человека в истории человечества – Чингисхан, Иисус Христос. И как-то так сложилось, что ни о том, ни о другом в их раннем возрасте мы практически ничего не знаем. В связи с чем это связано, на ваш взгляд? Почему ранние историки... Понятно, что величие тех дел, которые совершили эти люди, конечно, прежде всего привлекало к себе внимание человечества, но в то же время как-то действительно незаслуженно мало внимания мы уделили вот становлению, раннему возрасту того же Чингисхана.
Ну, когда они являются молодыми, они же не были такими великими, да, как они впоследствии стали. Поэтому действительно об этом мало известно. Когда я переводил «Тайную историю», процесс занял почти больше, чем 10 лет. Настолько сложный текст, и многие аналитики, переводчики так и говорят, что она написана в библейском стиле тоже. Там около 500 имен, там, да, 400 с лишним географических названий, родословный тянется на столетия назад и так далее. Очень сложная книга, и никто физически не может так глубоко изучить этот документ, только потому, что их там слишком много людей, и слишком много событий, которые каждое в отдельности, каждое имя и каждая местность заслуживает на отдельное научное исследование, и притом многолетнее. И поэтому исследователям практически никогда не хватает времени изучать такие уже не такие, скажем так, важные и великие части для его истории, жизни. Когда я переводил эту книгу, я же больше, чем 10 лет, потому у меня было время, да, я не занимаюсь это как научным исследованием, которое меня должна, так сказать, содержать, это не профессия, да, это дело как бы между делом, да, находясь, так сказать, на заслуженном отдыхе после бизнес-работы, да, и когда я переводил, то мне удалось проанализировать и на будущих поступках. Там есть детальное описание его действий, мыслей, хода мыслей, действий людей, событий. Я вычислил, какие события происходили раньше, что и стало впоследствии, и, например, источником знаний, или же там описывание события могло иметь только такие корни, чтобы иметь такой выгляд. Да? Вот это была как бы расшифровка информации, которая заложена в этой книге. «Тайная история монгол» стала документальной основой для книги «Путь цапли». А давайте нашим зрителям скажем тогда несколько слов о родословной самого Чингисхана. Он, я так понимаю, выходил не из простых слоев населения. То есть, скорее всего, он был особо знатного рода. В книге его отец указывается как глава племени, у которого крупное военное звание Батур, или богатырь, или Батар, да, богатур. Это как князь, да, это например, как в переводе на наш? Военачальник. Это военачальник, да. Дело в том, что он родился как раз в момент распада или ослабления государства, которое существовало до Великой Монгольской империи. Оно называлось Хамык-Монгол. И вот он был там военачальником. И вот с этого момента начинается вообще и становление личности Чингисхана. Он родился его сыном, потом его отца отравили, и Чингисхан, захвативший власть вместо него, человек, его родственник, отправил в изгнание его семью. То есть вот как точно так называется ссылка, да, тогда вот эту семью, мать и его детей изгнали из племени, да, и они жили отдельно. А потом то есть такое детство не было безоблачным? Практически, да, безоблачным не было, а потом, опасаясь или его претензий на власть, или по каким-то, там причины не описываются, там описываются только действия в этой книге. Но он пришел и забрал его из дома, и заковал в кандалы, на шейную колодку, и так держал больше, чем год. И вот он, находясь больше, чем год в плену и в рабстве, так и написано практически, да, его используют как раба, он бежит из этого рабства. И дальше его жизнь в этой книге исчезает, то есть описание дальнейших событий отсутствует. И вот, но когда он вновь появляется и начинает боевые действия, там, борьбу за власть, там, женится, у него рождаются дети, то вот этот период как раз ему 20 с лишним лет, с 10-12 лет до 20 с лишним лет отсутствует полностью история его жизни. Ну, она отсутствует и в «Тайной истории монгол», и вообще покрыта совершенно пеленой тайны. Да. Есть только слухи, что он был в Тангутии, или же он был в Китае, то же самое в рабстве или в плену. Есть только догадки об этом. Да. Но если проследить за дальнейшими событиями, там, например, он во время боевых действий встречает
купца, которого зовут Хасан, и он лично с ним знаком, и ему привет передает император, владыка другого народа, да, то понятно, что он его раньше встречал, получается. И он общался напрямую с этим человеком. Получалось, что он знает их язык. Это приехал человек арабского происхождения, значит, он разговаривал на арабском языке. И как писали историки, пишут, что в то время в Монголии там царил хаос, войны, бедность и так далее, то во время боевых действий среди этих боев купец арабский перегоняет 1000 баранов и едет покупать пушнину. То есть открывается совершенно новые видения того времени. Да? Война войной, а жизнь жизнью. Да? Жизнь там путников или купцов была под защитой, и никто их не трогал. То есть и такие вещи, таких событий в книге очень много, из которых можно сразу сделать выводы, почему такое действие происходит. И благодаря этому и родилась хронология событий, которая описывается в книге «Путь цапли». Да, книга очень динамична, я успел с ней как издатель познакомиться. Там есть еще ряд мистических образов. Книга начинается с сокола, книга называется «Путь цапли». Сокол, цапля. Что это для монгольской культуры, для монгольской религии? Мистические вот эти потрясающие образы птицы. Ну, в то время, это можно сказать, что средние века, люди жили более интуитивно в чувствах, и она имела важную роль. Тайная история Монголии, Чингисхана в 9 лет, где-то в районе 9-летнего возраста, отец везет, чтобы он женился на принцессе или там знатной девушке, и везет его очень далеко. И когда он проходит мимо одного народа, то его вождь встречает Чингисхана и говорит, что я недавно видел сон, где белый сокол прилетел мне на руку, вместе держа солнце и луну, сел на руку. Это же твой древний знак. И это небо мне сказало, что ты придешь, да, и ты идешь, чтобы найти невесту своему сыну. Так у меня есть невеста, жена для твоего сына. И вот так судьба связала его с девушкой, которую он сам, потом, когда он, ну, там, по традиции выстраиваются девушки, и жених сам выбирает себе невесту. Вот так он сам выбрал его дочку. И в истории это первый случай, наверное, когда потом будущий великий император женится по любви. То есть он полюбил эту девушку, и через много лет она ждала его, он пришел за ней, женился, и был его самой любимой и главной женой императора до конца его жизни. А цапля? Цапля? Какой знак, символ несет в себе цапля? Цапля, ну, сокол – это родословная или знак его прошлого, предков, да, его великих предков. А вот цапля – это мистический образ. Например, в Монголии есть гора Белая Цапли. Это величественная и красивая гора, которая связана с историей, древней историей Монголии. Она связана с историей гуннов, еще это за 200 лет до нашей эры. И монголы прочитали эту птицу как прекрасную вестницу, символ красоты. Белая тоже всегда во всем мире является символом красоты. И в буддийской религии цапля это приносит и счастье, и знания, и в боевых искусствах имеет важное значение поведение цапли и так далее. Вот. И цапля – это птица, которая перелетная. Она может своим полетом охватить мир, да, полмира. И когда Чингисхан создавал свою империю, он полностью менял свое мировоззрение. Он полностью менял философию прошлого опыта, скажем так. И он приобрел новую философию. Он придал совершенно новое значение империи, понятию империи, да, потому что его предки много раз создавали великие империи, она никогда не были такой большой
И никто не ставил такую великую цель, как Чингисхан, объединить все народы мира под одним крылом, и чтобы в мире был один порядок. И одна законность, и все должны подчиняться одной философии, да, одному жизненному принципу и так далее. И он же и создал совершенно новую империю, где была полная религиозная толерантность, уважение к языку, традициям, общее законодательство, общее налогообложение, единая валюта, единая граница и так далее. То есть настолько был переломный момент в истории, что это просто сама история навеяла, что у него должна была появиться новая вера, новая точка опоры. И вот этой новой точкой опоры и стала служить вот эта новая философия, которая приходит вместе с белой цаплей. Мне показалось, что, оно, наверное, и есть так, что ваша книга носит в том числе и мотивационный характер. Человек, ребенок, проживший такое тяжелое детство, прошедший через такие серьезные нечеловеческие испытания, становится императором, становится самым влиятельным, самым известным лицом в истории человечества. Как, на ваш взгляд, какие качества Чингисхана дали ему такую возможность подняться, по сути дела, с рабского самого нижнего положения к вершинам власти над человечеством? Ну, скажем так, сама эта идея, что человек должен пройти испытание, она совершенно не новая. Да. Вот буквально там 10 лет назад мой друг у меня спрашивал, он очень состоятельный человек, и он меня спрашивает, как сделать так? То ты скажешь, что вот испытания, трудности делают, он мне говорит так, трудности делают человека сильнее и воспитывает характер и так далее. Как мне сделать так, чтобы мои дети были небалованными? Да, говорю, ну, есть много способов современные, когда богатые люди отправляют нам в очень далекую неизвестную страну, чтобы твои дети там прожили какой-то период времени и оценили, как это тяжело, добывается деньги, какое это важное значение, что это такое современный комфорт, которого достигло европейское или там современное общество. Да? Вот это понимание и дает возможность ценить и оберегать и уважать. В то время то же самое человеку знатного рода тоже недоступны понятия там, голода, бедности, несчастья, и вот это пройти испытания, это очень трудно. И вот ему просто по жизни удалось это сделать, потому что сначала его семью изгнали, он был в изгнании, то есть голод, отсутствие коммуникации, социального общения. Потом его заковали в кандалы, он стал рабом, потом сам он оттуда бежит, освобождается, и десятилетия скитается по миру. И вот благодаря вот этому тому, что он сумел вырваться из привычного атмосферы богатства и роскоши, и попадая в ситуацию, что он должен выживать, и закаливает человека. Он получает уважение к людям. Например, когда человека кормит бедный человек, то он понимает уже этого человека. Это будущие его подданные. Когда он видит, например, других правителей, которые обогащаются и порабощают свой народ, да, он понимает, что такое быть великим правителем. И ту цену, которую платит простой человек, чтобы твой правитель жил прекрасно и красиво и богатый. Да? В то время по-другому было невозможно, потому что правитель должен быть сильный и жестокий, как и сейчас. Да? У него правитель есть и армия, и полиция, и прокуратура и так далее. Да? Тогда всего этого не было, и одним из важнейших составляющих управления, конечно, была сила. Да? Без этого и было невозможно. Но каким должна быть эта сила? И что она должна ставить во главу угла и так далее. Вот это и является то, что он приобрел за вот эти 10 лет скитаний по миру. Я еще раз хочу подчеркнуть, что книга «Путь цапли», она крайне приключенческая, увлекательная, динамичная, события меняют одно другое, но тем не менее там же можно отследить становление личности Чингисхана, и действительно книга показывает, что
нет непреодолимых трудностей, нет безнадежных ситуаций. Даже с самых низов можно подняться до самого высокого величия. Мы начали наш разговор с того, что к Чингисхану совершенно неоднозначное отношение и историков, и в целом современного общества. И действительно, вот у нас в Украине сложилось такое как бы понимание истории, что с приходом монголов здесь население переживало страшные испытания, были сожжены города, уничтожено много людей. Какой взгляд именно ваш на отношения между монголами и Киевской Русью в тот период? Есть ли здесь какие-то стереотипы? Есть остатки прошлого, когда ненавидят человека или государство, которое там 1000 лет назад что-то сделало. Да? Но это, скажем так, не совсем прагматичное отношение к истории, потому что иначе бы Франция и Англия никогда бы не дружили, она продолжала бы ненавидеть и воевать между собой. Во-вторых, слишком мало знали люди про кочевой образ жизни. Кочевой образ жизни всю историю, скажем, последние 1000 лет описывает как примитивная, бедная форма жизни, варварская форма жизни, да. Кочевник 1000 лет назад достиг совершенства своего образа жизни. Он был полностью самодостаточный. Кочевнику, на самом деле, даже государство не нужно, ему даже правительцы не нужны, но они вынуждены были его иметь, потому что иначе невозможно защитить себя, потому что количество имеет тоже значение. И вот они совершенно точно открыли формулу собственного успеха. Они выбирали себе вождей и поручали ему систему управления. Ему не нужно помогать, там, налаживать производство или там, законодательство и так далее, потому что кочевники живут вечными законами неба, она прописана у них кровью и тысячелетиями опыта, и они живут этими законами, им всегда нужен был предводитель, который защищает. Это великие люди всегда были, и неважно даже национальность даже. Они выбирали его из самых лучших и назначали, говорят, мы тебе даем еду, снабжаем тебя, войско кормим, ты занимайся делами, чтобы нас никто не трогал, мы вольные люди. Вот такая формула жизни существовала тысячелетиями среди кочевников. И они всегда такую державу создавали, но эти державы создавались далеко отсюда, потому что территория Европы тогда была очень трудной для жизни. Намного лучше было жить в более восточных и южных степях, где хорошие условия, зима не такая холодная, не так много дождей, слякоти, не так много болот и лесов. Да? То есть нам более здоровые с точки зрения человеческого комфорта условия. И там были великие соседи, как Индия или там Китай, да? Сунь, тогда еще Китая не было, Сунь держава и так далее, возле которых сосуществовали кочевые державы тысячелетиями, переходя из рук в борьбе между оседлыми и кочевыми народами. И вот, когда население кочевников выросло настолько великим, стало большим, что они уже перестали помещаться в тех степях, они переходили на западные территории, потому что физически не могли там происходить, и происходило великое переселение народов оттуда. И одним из первых волн таких переселений было переселение турков, да, вот на современной территории современной Турции, тюрки народы. Переселение гунна, да, вот это, которое создал Аттила, создал одну из величайших империй того времени. То есть это огромное количество кочевников переезжали из тех степей в эти степи. И на этой волне, вот эти 1000 лет назад переезжали люди, то они осваивали тоже вот эти украинские, современные украинские степи. Они поселялись и тоже возле берега Днепра, создавали на опыте
других государств, южных, где уже градостроение и державные системы существовали уже очень долго. Они на этом опыте построили здесь строили новые города и поселения. Переходили на новый образ жизни, потому что вот на северных украинских степях кочевой образ жизни был невозможен. И поэтому они переходили на другую форму, полуоседлую форму жизни. К сожалению, наша программа «Цога» подходит к концу. Что вы могли бы сказать о вашей книге вашим будущим читателям? На какую аудиторию вы рассчитывали, когда создавали книгу о ранних годах Чингисхана, и что вы хотели донести до читающей аудитории вашей книгой «Путь цапли»? Скажем так, для человека, который увлекается историей, эта книга является глубоко философской и исторической литературой. Да? А вот для юных читателей это приключенческая книга, где есть моменты, которым ему нужна помощь родителей понять. То есть она очень приключенческая книга, но когда происходит приключение, за каждым событиями существуют какие-то причины, следственные связи. Да? Вот иногда вот юным читателям нужна будет такая помощь, чтобы расшифровать вот эту причинно-следственную связь, объяснить те или иные понятия, которые доступны только взрослым. Поэтому эта книга является очень семейной книгой. То есть может папа прочитать, а потом дать сыну, сказать: прочитай, а я тебе расскажу кое-какие моменты. Или же сын читает и спрашивает: мама, почему вот так написано, да, и так далее. То есть это книга для семейного чтения. И, конечно же, она поможет, особенно в современном мире, та философия, когда, сидя, можно объездить полмира, там есть эти фразы, можно объездить полмира, и обрести счастье возле расцветающего бутона цветка. Да? Вот такая примерно философия. То есть человеку не обязательно ездить 1000 километров, чтобы познать мир. Он может даже сидя с помощью знаний и анализа сделать это. Но и путешествие, да, дает тоже огромные знания и понимание. И вот необходим современный качественный баланс. Сейчас мы обладаем настолько большой информационной базой, что действительно можем не ездить далеко, чтобы узнать, как я сегодня здесь могу жить и так далее. То есть там есть такие философские вещи, которые современному человеку поможет больше осмыслить сегодняшнее состояние. Потому что все в мире повторяется. И сейчас повторяется то, что происходило 1000 лет назад. Она повторяется. И вот то, что вы прочитаете, вы увидите, что повторяется. И как можно построить свое будущее, если ты знаешь свое прошлое. И это не является копанием в прошлом, да, а это наоборот, как сокол превратился в цапля. Да. Точно так же можно историю превратить в свое понимание своего будущего. И жить счастливо, и понимать вообще мир, в котором ты сегодня живешь. Огромное спасибо вам, Цога. Хочу сказать нашим зрителям, что с вами сегодня был Иван Степурин, директор издательства «Саммит Книга», и писатель, историк, человек, который перевел на украинский язык тайную историю монгол, который написал потрясающую книгу семейного чтения «Путь цапли» о ранних годах Чингисхана, Цога. Большое вам спасибо.